Доброго дня, добрые люди! Мне тут пришел журнальчик в таком марсалово-фуксийно-розовом цвете. И это первый выпуск Бурды 2022. И сейчас мы с вами его полистаем. Январский номер у нас решили оформить в изысканных, утонченных цветах. Тема номера «Будь счастлив». Посмотрим сейчас, что нужно для счастья по мнению журнала. Начинается журнал с креатива. Подробная инструкция, как шить органайзер и коробочки для рабочего стола мастериц. Как раз выложила видео с идеями подарков, которые можно сшить. И один из пунктов был органайзер. А тут как раз и инструкция имеется. Журнал начинается с коллекции, которая предлагает привнести в зиму ярких красок. Тут у нас блуза из вискозы 103, размер 36-44, 2 точки сложности, приталенный силуэт, выточки по груди и локтям, рукав 3/4. А самое интересное, это имитация перенесенной в бок застежки на пуговицах. Тут не пробито ни одной петли, хотя так сразу и не разберешь. Для тех, кто носит рубашки, отличный, лаконичный и вместе с тем оригинальный вариант. Рядом пуловер из вязаного букле 105, размер 36-44, всего 1 точка сложности. Прямой силуэт, довольно свободный крой, хотя совсем не добавляет объема фигуре. Широкий воротник стойка и женственные изящные рукава на манжете. Отталкиваясь от данного образа, нафантазировала еще один образ. Мне хочется продолжить длину и сшить мини-платье. Вот прям в этом цвете и в этом материале надевать с высокими сапогами, длинным двубортным пальто. Как раз и шляпа в мой фантазийный образ вписывается. Тут марсало-ягодный образ во главе с пальто из искусственной замши 101. Размер 34-44, 2 точки сложности. На пальто следует брать ткань с приличной изнанкой, так как оно без подкладки. Пальто довольно сдержанное в деталях, тем не менее это не умаляет его активной роли в образе за счет цвета и фактуры выбранной ткани. Пальто прямого кроя до колена. Отрезное по линии талии, накладные карманы, нагрудные выточки, без воротника и на кнопках. Для тех, кто хочет сшить свое первое пальто, идеальный вариант. Не нужно пришивать подкладку, пробивать петли, вшивать воротник, обрабатывать шлицу. В общем, все упрощено по максимуму и при этом отлично смотрится. А здесь не менее энергично заявляет о себе дуэт из кроп-жакета и мини-юбки. Конечно, я придумала это название кроп-жакет. На самом деле это укороченный двубортный жакет 112 с шалевым воротником и двушовным рукавом 3/4. Размеры 34-42, 3 точки сложности и сшит он из жаккарда. Очень нравится, как сидит жакет. Не тянет, не перекошено нигде, все линии там, где надо. А вот юбку так зафотографировали, что она под натиском вспышек решила съехать, что боковой шов и выточки перекрутились. Но не суть важно, юбка 111, размеры 34-44, 2 точки сложности. У юбки приточной пояс, молния в заднем шве и выточки. Усложняется пошив подкладкой, которую нужно будет притачивать к молнии. На этой странице блуза из вискозы 110, размеры 36-44, 3 точки сложности. Эта модель интересна наличием приточного шарфа. В предыдущих выпусках уже были подобные шарфы, но этот на их фоне бесспорно выигрывает, несмотря на совсем несложный крой. Это еще один достаточно любопытный вариант для тех, кто носит блузу. А дополнили блузу прочно-трендовыми брюками из искусственной кожи. Рядом жакет из жаккарда 102 на базе предыдущего пальто. Размеры 34-44, 2 точки сложности. Эта модель это еще одна
версия жакета Шанель, как здесь написано, но, по-видимому, играет он совсем на другом инструменте и предельно отдаленную мелодию. Хотя на техническом рисунке сразу считывается посыл, но в сшитом варианте получилось что-то отдаленное. Обработали края косой бейкой и добавили пуговицы, обтянутые основной тканью. Продвигаясь дальше, нам встречаются узкие прямые брюки длиной 7/8 с лампасами 108. Размеры 34-42, 3 точки сложности из хлопка с эластаном. Не всегда же только джинсы носить, когда в ассортименте столько заслуживающих внимания тканей, цветов и принтов. Брюки спереди на молнии с гульфиком, приточной пояс на крючке, сзади выточки и боковые карманы с клапанами спереди, которые не прикрывают карман, а служат скорее акцентом, привлекающим внимание. На соседней странице, казалось бы, простое, да непростое платье 113 из вискозы на подкладке. Размеры 36-44, 3 точки сложности. Лаконичное сдержанное платье довольно смело заявляет о себе рукавами-крылышками, отдаленно напоминающими рукава кимоно. На самом деле это расклешенные рукава со симметричным срезом по низу, что и дает эффект порхания. У платья сзади молния, талиевые выточки и шлица. А пояском можно подчеркивать талию где захочешь, фиксированного места у него нет. Ну и отдельное внимание заслуживает принт этого платья, который дает отсылку на Versace. Здесь мы видим стеганую сумку на цепочке, которая сразу бросилась мне в глаза. А из предложенных журналом моделей это блуза из вязаного трикотажа 106. Уже не такая влиятельная и захватывающая внимание, как сумка. Размеры 72-88, 2 точки сложности. Спущенное плечо, прямой крой, асимметричный низ изделия за счет зашитых складок по линии талии с одной стороны, что влечет за собой последствия в виде драпировки, которая может нагло скрыть линии фигуры, которые не хочется подчеркивать. И финальный образ из яркой коллекции с юбкой-брюками из вискозы 107. Размеры 36-44, 2 точки сложности. Что-то нам совсем предлагают переодеться в крайне не согревающие ткани. Все-таки вискоза хороша летом. Но как вариант эти брюки можно сшить из габардина или из пластичной шерсти. Брюки сбоку на молнии в миди длине и венчает все это очарование запах, сорвавший мои аплодисменты. Похоже, летом я буду ходить в таких брюках. Мастер-класс в картинках для пальто 101. Как я упоминала уже, кто думает сшить свое первое пальто, берите журнал. Тут и выкройка, и подробная инструкция. Пока ткань найдется, пока вектор настроится, пока пальто сошьется, как раз к весне успеется. А тут вариант того, как внедрить изящные цветочки в дерзкий маскулинный образ. Следующая коллекция – это коллекция изящных женственных моделей в клетку. И первая модель – это брюки в нежную клетку 108. Тут уже отказались от лампасов, в отличие от предыдущих брюк по этой выкройке. Снова тут стеганая сумка, только заметила. Ну и в целом образ выстроен весьма элегантно и феминно, несмотря на то, что тут и мужской пиджак, и нет ни юбки, ни платья, да и общепринятые женские цвета отсутствуют. Воздушная мягкая полоска на брюках, острые с украшением носы на обуви и расслабленные локоны перетянули все на свою сторону. И своей женственностью и мягкостью поставили решительную жирную точку. Тут рядом мы видим образ из укороченного жакета и платья, которое нам предстоит обсудить на этом развороте по отдельности. Укороченный жакет 112 и платье 119 сшиты вновь из вискозы нежного кремового цвета в тонкую клетку. Про блейзер уже все сказано. Единственное, что вызывает вопросы, это то, как сидит блейзер в данном случае. Ну, спишем все на позу, видимо, дело все в ней. А платье в размерах 34-42 с 3 точками сложности. Отрезное под грудью
из выточек только нагрудные, рукава 3/4 с защипом по низу, длина до колена и застежка на пуговицу сзади. Горловина обработана обтачкой, а в качестве юбки прямоугольник на сборке. Не раз встречалось похожее платье, я сама такое летом шила, но выкройки каждая со своими изменениями и со своей изюминкой. В продолжение клетчатой темы дается пальто из шерсти на кнопках 116, размеры 36-44, 3 точки сложности. Пальто с рукавом реглан, расклешенное настолько, насколько возможно его расклешить. Пальто клеш, одним словом, отложной воротник, спереди карманы в шве, сзади встречная складка и поясок без определенного места жительства. Можно вообще без него носить. В пошиве такого пальто трудностей возникнуть не должно, за исключением подгибки низа по кругу. В журнале предлагается просто подгибать закругленный край и пришивать к нему подкладку. Я бы использовала обтачку по низу и к ней же пришила подкладку. Так край будет точно правильно закругленный. Но и припуски соединения обтачки и пальто нужно будет высечь, чтобы край ложился в мягкие складки. Дальше еще раз блуза 106, теперь из хлопка с эластаном, который очень похож на букле, но в журнале про букле ни слова. Снова блуза 103, теперь из хлопка с полиэстером в яркую, но тонкую и воздушную клетку. Поддев гольф под блузу, уже можно и в холодную погоду носить такую блузу. Рядом свитшот 130, в котором умело соединили и клетку, и кружево по горловине, и присборенный по окату рукав, или как его еще называют, рукав овечья ножка. И получился оригинальный свитшот, который, впрочем-то, и на свитшот не похож. Размеры 36-44, 2 точки сложности и сшит из плотного трикотажа. Шьется довольно просто. Нужно только уметь обрабатывать такую застежку, как тут сзади с пуговицей. Здесь еще идеи подарков детям на Рождество, как ни странно. Журнал, как ни крути, январский. Подарки все экологичные, натуральные. Или подарки для мамы, подруги или сестры, как здесь. Следующей коллекции дали название белозимье или зимнебелье. В общем, упор на исконно зимние холодные цвета. Доказательства сразу дают белую блузку из вышитого кружева 117. Размеры 17-21. 3 точки сложности. Блуза действительно навевает мысли о холодной зиме, потому что зимой в ней может быть только холодно. Хочется пуховичок сверху. Блуза прямого кроя, выточки по груди, рукава на манжетах, по горловине рюша. Манжеты, горловину и планку воплотили из поплина для удобства и практичности. Далее пуловер 104, немного длиннее собрата, в нежно-белом, уже теплом цвете, выполнен из вязаного трикотажа. И снова повторное воплощение выкройки. Платье 114 из полиэстера с принтом, чем-то напоминающий гжель. Это платье, в отличие от пуловера, напротив, укоротили, но при этом шлицу оставили, хоть и совсем короткую. Вот так могла бы выглядеть снежная королева, если бы вдруг влюбилась. Несмотря на холодные цвета, вся такая нежная, теплая и женственная. Пальто 115, размеры 36-44, 3 точки сложности. Здесь нам предлагают этому пальто добавить длины и сшить его из жаккарда. В основном ничего в выкройке не поменялось, но общее впечатление от модели совершенно иное. Из более тонкой талии, подвязанной пояском, оно смотрится выигрышнее. Дальше романтичное платье в миди длине 118, размеры 34-42, 3 точки сложности, сшито из вискозы белого цвета с синим узором. Это особый синий, меня он провоцирует подумать снова о гжелевой росписи. У платья уже длинный рукав со сборкой по низу и манжетом на кнопках. По шву под грудью добавили кант и повторили его по низу платья.
В образе с белыми и не совсем изящными сапогами смотрится все равно легко и аккуратно. Рядом платье из шамбре 109, размеры 36-44, 3 точки сложности. У платья спереди есть карманы в швах и появился поясок со шлевками. Нежно-голубой цвет идет этой модели, а шарфик добавляет аристократичности силуэту. Опять же, белые сапоги не последнюю роль играют в образе, добавляя легкости и изящества виду в целом. На следующем развороте примеры воплощения выкроек из других тканей. Юбка на подкладке 111, теперь из кружева благородного синего цвета. Невероятно смотрится сочетание крупной вязки свитера и нежного кружева юбки. И брюки с запахом 107, уже не из вискозы, а из полиэстера, имеющего более стабильный вид, что тоже не портит выкройку. Инструкция в картинках по пошиву того самого романтичного платья. Все достаточно доступно, показано, можно и текст не читать. А тут платье от дизайнера Елены Гальваз. Кстати, местный баварский дизайнер. Она поделилась с журналом выкройкой коктейльного платья 121. Платье в размерах 36-44, 3 точки сложности. Платье на широких бретелях, сшито из шелка и органзы. Кстати, Бурда честно отшила это платье и сфотографировала свой вариант. У Елены в магазине оно немного другого цвета и стоит такое платье почти 600 евро. Платье скроено по косой, и чтобы рюши не падали, они прихвачены по бретелям спереди и сзади. Рядом эскиз этого платья и фото оригинала. Здесь не очень хорошо видно, я вам фото из магазина покажу. Тут вариант блузки по этой выкройке. Укороченной выкройки нет, предлагают самим выбрать длину и моделировать. Коллекцию в больших размерах собрали в духе слияния стиля и вкуса. Кейп 124 из твила с кожаными листочками по карманам в швах, которые тут не совсем заметно. 3 точки сложности, цельнокроенная горловина и застежка на пуговицах. И рядом однобортный блейзер 121 из сукна с отделкой из замши. Прорезные карманы с клапанами, двушовный рукав, аккуратный лацканный воротник и по окату рукава защип. И мои любимые рельефные швы спереди и сзади, которые точнее сажают изделие на фигуру. Дальше брюки 122 из эко-кожи с 2 точками сложности. Брюки прямого кроя со складками спереди по талии, с застроченными стрелками, приточным поясом, карманами в боковых швах и молнией, также в боковом шве. Наверное, это все-таки искусственная замша, а не искусственная кожа. Не вижу бликов, которые должна отражать кожа. Рядом платье без рукавов 129, 3 точки сложности, сшито из жаккарда с эластаном. Снова отстроченные рельефные швы, еще хлястики по талии, карманы в боковых швах, молния по спинке и платье посажено на подкладку. Аскетичное во всех смыслах базовое платье. Если убрать расклешение юбки и добавить шлицу, то можно получить классическое платье-футляр. А если пришить прозрачные рукава к такому платью из сатина, то вообще можно получить коктейльное платье. Но это моя фантазия разыгралась. На следующей странице расслабленный удлиненный жилет 125 из вязаного трикотажа. Всего с 1 точкой сложности. Расклешенные полочки, цельнокроенный воротник, срезы обработаны подгибкой. В демисезонное время вполне подходящая вещь, или же в холодное время года можно надевать на работу в помещении, например. Рядом брюки 123 из хлопка с эластаном. 2 точки сложности. Несмотря на одну базу с брюками 122, эти брюки выглядят совершенно иначе. Мелкий цветочек добавляет фигуре тонкости и изящества. Не покидает меня ощущение, что модель для демонстрации больших размеров совсем не плюс. И даже отшитые вещи как-то великоваты. Ну а рядом классическая рубашка на мальчика.
131 с 3 точками сложности в размерах 98-122, которая узковато сидит на ребенке. Еще одна детская модель 132 в размерах 98-122 из трикотажа. Свитшот с 1 точкой сложности. И снова не покидает ощущение, что мальчик большего размера, чем свитшот. И шелковая юбка на запах 128. Легкая в пошиве, всего 1 точка сложности в так называемой миддакси длине. Эта юбка может стать палочкой-выручалочкой почти в любых ситуациях. За вечер сшить и быть готовой на утро к какому-либо случаю. Еще пара детских моделей. Это джинсовая куртка 130 и вельветовые брюки 133 в размерах 98-122. Базовые выкройки с универсальным набором деталей и простым кроем. И финальная блузка в коллекции размеров плюс. Модель 126 с 2 точками сложности из вискозы. Надо сказать, что размеры в коллекции плюс сайз в журнале 44-52. Блуза прямого кроя с вырезом лодочка по горловине и защипами пониже, выточки по груди и прямой рукав снизу на резинке. Отличный симбиоз несложного кроя с ярким цветом и акцентным принтом. Еще немного подарков и праздника в виде мастер-класса по пошиву бархатного сердечка со стразами для украшения подарочной коробки. И анонс на февраль. Меня здесь заинтересовала нежная блуза с интересным цветовым решением и желтый образ с брюками палаццо зацепил мой глаз. Обязательно пишите свое мнение по поводу выпуска в деликатной форме. Все-таки это дело вкуса, а о вкусах не спорят. Я была рада провести с вами время. Пишите свое мнение про этот выпуск в комментариях. Я с удовольствием их почитаю. Ну а на этом все. Увидимся в других моих видео. Пока! Так, где? Я остановилась. Угу. Да где?